Всем привет! Сегодня распаковка, наверное, неожиданная. С другой стороны, Джин вернулся, поэтому сверх неожиданного ничего нет. Я, наконец, купила себе одну версию астронавта. Ужасная упаковка. Короче, да. Ну, на удивление, ничего сверхужасного с альбомом не случилось. У меня версия Target. Там будет одна дополнительная открытка. И первое, что хочется сказать, это что я почему-то ожидала, что он не такой маленький. Вот это моя ладонь. Ну, у меня довольно большая ладонь. И альбом прям такой масенький. Джин — единственный мембер, у которого у меня не было ни одного релиза. Пока я распаковываю, могла бы, наверное, рассказать о том, почему так вышло. Я рассказываю об этом чуть дальше. Так, поищем, где тут у нас карточки и всякое такое. Опа! Но это ровно та карточка, которую я хотела. Поэтому я даже не жалею, что она так выпала. Я хотела посмотреть ее, подготовиться к этому, но она сама выпала. О, ребята. Вообще, я смотрела распаковки обоих версий. Я редко смотрю заранее распаковки, но в случае астронавта я решила для себя, что я куплю для себя одну версию и буду... Ну, мне хотелось бы иметь просто хотя бы одну версию каждого альбомов каждого мембера, но поскольку астронавт все-таки еще и не полноценный альбом, ну, одну версию релиза. И поэтому у меня был прям страгл, я выбирала между двумя. Новый альбом Джина я собираюсь покупать, и если моя финансовая ситуация никак не поменяется, то, скорее всего, полным сетом. Поэтому вот так. Ой, как я боюсь разворачиваться. Но я рискну. Много пустых листов. Это для чего? Для того, чтобы мы больше заплатили за доставку? Происки служб доставок. Я всегда очень уверенно говорю, что вот одну версию покупаю, и вообще ничего сверх альбома самого там, или релиза я брать не буду. И потом я заглядываю внутрь релиза и думаю, господи, как красиво. А ведь во второй версии там этот макияж со звездочками. Сразу хочется иметь что-то оттуда тоже. Вот секрет успеха для меня любой фотографии — это наличие красивого неба. Если на фотографии есть небо, вероятность того, что я буду залипать на нее, увеличивается. Так.
Какие милые румяна. Становится сложно держать разворот. Какая-то оборотка. Очень некрасивая. Я так рада, что мне попалась эта карточка. В этих альбомах случайные наклейки. Я знаю, что там есть они с Уда и с Джином. Блин, как мило. Они такие интересные на ощупь. Как будто бы, как это называется? Я забыла название. Но... Я, да, простите за мои ногти, шелушащиеся пальцы. Я как раз ищу наклеечки, которые можно наклеить на тетрадку для изучения корейского. И они пока что, вот особенно Ута прям, такой милашка. Они лидируют в списке тех, которых я хочу наклеить на обложку. Пока что думаю. Так, здесь должна быть специальная открытка, обычная открытка альбомная и открытка Target. Я не помню, которая из них какая, но мне кажется, что вот эта открытка от Target, а это открытка, которая всем попадается. Дальше. Такие стикеры. Стикеры? Да. О. И... нет, еще не все. Еще есть какая-то бумажечка. Наверное, это лирика. Да, это... Мне нравится, что... Вот никогда не думала об этом. В принципе, концепция релизов неполных альбомов мне не до конца я ей симпатизирую, но с точки зрения физики вот эту лирику очень прикольно хранить в биндере. То есть она помещается в лист А4. И у нас плакатик. Блин, давай. О, какой красивый плакат. Красота. Я так рада вообще, что купила хотя бы одну версию этого релиза. Все затряслось. Мы все это разместим. Мы все это разместим в хронологическом порядке перед Индиго.
Наверное, у кого-то может возникнуть вопрос, как так идеально подходит этот маленький лист под кольца. Просто я уже делала здесь отверстие под эти кольца, когда организовывала часть с Right Place, Wrong Person, и потом мне один лист не понадобился, поэтому у меня есть уже один готовый. Итак, я в таком порядке сейчас все сделала. Для чего? Я подумала, что я же ненавижу это кольцо грёбаное, которое постоянно мне мешает листать листы. Сюда мы поместим постер. Господи, какой же он красивый. Ну, на моей стене он точно не окажется. Я в целом не вешаю постеры. Ну, то есть очень редко и довольно минималистично. Поэтому мы без сожалений сложим его. Сначала примерюсь. Вот если я его сложу, он поместится? Да. Все поместится, поэтому мы его просто аккуратненько сложим. И поместим вот сюда. Красота. Дальше я хочу лирику тоже хранить в биндере, потому что дизайн потрясающий. Я вот думала, у меня на самом деле было два варианта. Вот так хранить. Ну, тогда развернуть придется все, конечно. Либо в отдельном листе. В отдельном листе только если ради оборотки. Но на оборотке есть только название. Поэтому, в принципе, как будто бы вот так хранить было бы нормально, да? Ну. Знаете, да. Я уже рассказывала в другом видео, этот биндер очень толстый, его надо будет разбивать на несколько, и я сейчас ужимаю содержимое, как только могу. Пока жду, что ко мне придут еще два биндера. Уже не таких, как обычные папки эти, а красивых от Prism Platinum. Так. Давай. И Джин у меня последний, кого не хватало в этом биндере, так, чтобы все 7 в нем оказались. Наверное, забыла сказать, что это один из моих биндеров. Этот биндер посвящен сольникам. И в сольниках у меня не было только одного мембера, так, чтобы совсем. Это Джин. Причина, по которой его не было, состоит в том, что я стала армией. Вы знаете, когда я говорю «я стала армией», я понимаю, что ко меня сразу же могут начать поправлять. Нет, ты не армия, ты там не стала ей тогда-то. Да, у всех разное понимание этого слова. Я бы сказала тогда в полном смысле этого слова, которым я его понимаю, наверное, конец 22 года. Но очень плотно интересоваться ребятами я стала летом 22 года, когда вышел Jack in the Box. Я слушала Jack in the Box просто на повторе. Больше всех прослушиваний, наверное, оставила Джеку я. Это все еще один из моих самых любимых альбомов ever. И постепенно я начала входить в тему, слушать всех. И я не сразу начала покупать альбомы, потому что я в целом пришла не из
кей-поп, каких-то фандомов. Я никогда не интересовалась кей-попом. Ну, меня интересует BTS в первую и последнюю очередь. Кей-поп остальное я слушаю, как приходится, просто как casual listener. Я люблю некоторых музыкантов. Что-то слушаю сезонно, что-то... Так, фокусируйся, пожалуйста. Что-то слушаю сезонно, что-то на постоянке. Это вообще не важно, в общем. И это я к чему говорю? К тому, что у меня не было никогда такой привычки покупать много мерча или что-то такое. Я в целом склонна к тому, чтобы находиться в каком-то фандоме. Я люблю мерч фандомный. Но при этом я всегда, как-то в первую очередь, если что-то и покупала, то что-то такое, что можно носить. Там украшения, одежда. Что-то такое, чтобы у меня было только для коллекционирования. Я никогда так не жила. Я думаю, это связано с тем, что я, в принципе, из бедной семьи, и у меня не было возможностей. А потом я выросла, там начала зарабатывать и все такое. Первое время, когда я заинтересовалась BTS, очень-очень плотно, я смотрела с каким-то, вы знаете, любопытством на то, что люди что-то коллекционируют. Я не очень понимала, наверное, этого. То есть я думала, как это? Вы покупаете вот это все за такие огромные деньги, просто оно у вас лежит на полке. Так, фокус. Это были мои мысли тогда. Но чем больше я наблюдала, конечно же, в итоге я купила свой первый альбом. Кстати, в одном из прошлых видео я наврала, я только сейчас это поняла. Я сказала, что первые альбомы, которые я купила, были... мой первый заказ — это Face, Map of the Soul 7 и Love Yourself Answer. Я их на тот момент купила, потому что это музыкально были мои любимые альбомы. Я наврала. На самом деле я покупала с предзаказом D-Day. Я была настолько взбудоражена дизайном, концептом, всем, что связано с D-Day. И вот на примере D-Day я прочувствовала то, как я хочу иметь вот это все. И даже тогда я себя сдержала и купила только одну версию. О чем позже я, конечно, пожалела, купила еще другие все версии недостающие. И, вот как-то так оно и пошло. Но я не планировала вообще ничего коллекционировать другого. И вот этот переход от того, что мерч я воспринимала как что-то, что можно купить только если это что-то, что можно использовать в реальной жизни, такое практическое, к тому, что я в итоге коллекционирую. Вот так все в Биндере. Переход очень незаметно для меня прошел. Мне даже интересно, что, получается, за 2 года столько всего изменилось. И даже так, я ездила на концерт D-Day, и у меня это было огромное событие, огромная трата, конечно же. И, наверное, пора закругляться с этим видео. Даже тогда я рассматривала для покупки только то, что я смогу как-то использовать, я смогу поставить на полочку, я смогу повесить на стенку, я смогу носить как одежду. И после того, как я вернулась с этого концерта, я просто упала в это все окончательно с точки зрения мерча и альбомов физических. И вот так как-то за год, получается, с 22 по 23 год, я превратилась из такого реального фаната их музыки еще и коллекционера. Я не уверена, что могу себя таковой назвать, потому что я не ношусь с тем, что там выискиваю какие-то карты, у меня нет виш-листов прям под себя сделанных.
Я стараюсь как-то в моменте сориентироваться, чего я хочу. В целом покупаю новые релизы, очень радуюсь им. И как-то так у меня все сейчас происходит. Хотя все равно формируются какие-то желания относительно недостающих каких-то карт. И все-таки коллекция, как ни крути, она собирается. Если у вас есть какой-то похожий опыт с тем, что вы никогда не подумали бы, что стали бы коллекционировать картон или там вообще мерч, альбомы каких-либо групп, поделитесь. Я поделилась вот так вкратце своей историей, наверное, не полностью. Я все рассказала, но такими крупными мазками. Да. Я думаю, что «Астронавт» — один из моих любимых альбомов в плане дизайна теперь. И меня все еще трогает то, какой он маленький. Я реально думала, что он большой. Вообще, когда смотришь на фотографии альбомов, ну, не фотографии, а вот то, что в магазине выкладывают, да, почему-то сразу какие-то в голове складываются представления о том, какого размера альбом. И если не перепроверять, то оно вот в голове есть, что он таких размеров. Мне, кстати, интересно, как соотносятся размеры с другими такого формата квадратного альбомами, например, с Джеком переиздания. Сейчас покажу. Вот для сравнения я принесла все квадратные альбомы, которые у меня есть. Во-первых, я раньше не замечала, что Джек и Винс одинаковых размеров, просто полностью совпадают по размеру. И с «Астронавтом» тоже. Смотрите. Я прям смотрю, и перфекционист во мне такой: да, они обязательно у меня будут на полке стоять рядом. Господи, как же красиво, когда они совпадают по размерам. Теперь у нас есть еще старые альбомы. Они разных размеров. Вот Rose 2 и To Cool for School, они одинакового размера, но Dark and Wild резко такой крупный и начинает выбиваться. Да, он чуть крупнее. Давайте посмотрим, как по размерам с ними. Такие крошки. Вот, все, показала вам сравнение. Кстати, еще одна мысль мне пришла в голову, пока я ходила все это собирать. Наверное, идея покупать альбомы для того, чтобы они лежали на полке, у меня в голове окончательно укоренилась как что-то, что я могу себе позволить, когда я поняла, что это еще и смотрится красиво. То есть комната сразу наполняется чем-то, что тебе близко, прям тепло. Мне лично тепло на душе, когда я захожу, вижу мои альбомчики моих любимых ребят. Все. Сравнение окончено, видео окончено. Всем большое спасибо, кто смотрел. Пока, до новых встреч.